Давайте. Будем делать куриное филе. Не знаю, так, это восточное блюдо. С изюмом. С изюмом и приправой рас эль-ханут, но она как карри. Или приправа для тажина, или для кускуса. В общем, в таком каком-то стиле особо значения не имеет. А мы это блюдо в ресторане один раз поели в марокканском. И, в принципе, стало понятно, что туда вложили, как ингредиенты. И решили попробовать дома. Очень даже получилось. С тех пор мы его делаем. Да. Самое интересное, что оно простое, достаточно быстрое. Мы будем делать с кускусом. Но это можно с любой обычной кашей делать. Тоже очень вкусно будет. Можно взять простое куриное филе, но мы купили в формате порезанное уже на медальки такие. Значения не имеет. Просто главное резать на такие вот небольшие кусочки. А еще туда надо будет положить корицу. Блюдо какое? Будет кисло-сладкое? Оно будет солено-сладкое. Солено-сладкое с приправой, да. Как раз на Востоке любят такие блюда, чтобы они были солено-кисло-сладкие. Ну, кисло это громко сказано, не так сильно кислое, скажем, с кислинкой, да? А шумит вода, для чего ты поставил воду? Я поставил чайник, мы сейчас запарим изюм. Сухой изюм, в принципе, не будет времени у него приготовиться. Вот, водички мы его зальем, будет то, что надо. Ну, еще, наверное, для кускуса. Вот кускус. Каша такая арабская. Так, изюм запарен. Теперь ты будешь... Кускус. Пока есть горячая вода. Кускус. Как она похожа? Это каша, изначально это каша из пшеницы, да? Пшёную кашу похоже. На пшеную, да, чем-то по вкусу. Сколько ты будешь чашку заливать? Соленой водой горячей. Пропорция примерно чуть больше полутора. Одна порция каши и чуть больше полутора порций воды. Соленой, горячей, кипятка. На чашка кипятка. Еще больше получашки. И пару щепоток соли. Не больше. На всякий случай ее еще поставлю до кипения. И накрываем. Чтобы тепло держалось внутри, она быстрее разбухнет. Все, прошло минут 7, достаточно. Сильно его распаривать не нужно. В таком состоянии нас это устраивает. Все, теперь с кускусом. Вот он у нас уже впитал всю воду. Буквально прошло минуты 4, тоже 5. И в этот момент важно добавить хороший кусочек сливочного масла. Это уже по вкусу, кто как любит. И поставить, закрыть еще, чтобы оно растаяло. Будем это делать в воке. Но это не важно, можно на простой сковородке, можно в казанке, как удобно.
Ну, хорошо, ты наливаешь масло. Да. В это блюдо я не люблю жалеть, потому что лук должен не обжариться, а протушиться. Вот. Дать аромат свой. И когда мы кинем туда мясо и специи, оно в себя втянет масло, чтобы не получилось сильно сухо. Масло нагрелось. Теперь Так, чапать. Все, лучок уже у нас подходит. Сейчас будем засыпать масло. И я люблю сразу посолить. Филе куриное долго готовить не стоит. Мясо нежное. Буквально, чтобы оно прихватилось немножко. Будем добавлять специи. Мясо еще не совсем до конца прожарилось, но это нам и не нужно. Мы сейчас добавим специи. Это пол-ложечки корицы и хорошую ложку смеси приправ. У нас это рас аль-ханут, но она похожа очень на карри. Есть приправы для кускуса, для тажина. Они тоже сюда прекрасно подойдут, смеси. Помешаем. Выкать. Ну, буквально вот 30 секунд где-то, чтобы они аромат свой начали выпускать наружу. Это такой маленький секрет восточной кухни, что когда приправу бросаешь в горячее масло, она начинает выпускать свой запах. Потому что в воду вареную она может потерять. И добавляем изюм. Перемешаем. Можно чуть прикрутить огонь. Буквально на 5 минут. Можем также добавить чуть-чуть воды, только для того, чтобы приправа не пригорала ко дну. Значит, пока готовится мясо с изюмом, кускус, мы открываем, уже масло растаяло. В этот момент его очень важно вилкой, именно вилочкой, перемешать. Другими словами, распушить его. Потому что он немножко подпрессован. А так он приобретает нормальный товарный съедобный вид. Все. Наше блюдо можно выключать. Накроем. Все, на пару минут настоится. Ну, можно уже кушать.